Андреевич, хотела бы узнать, что за костное разрастание появилось у меня сбоку пальца на руке, боли нет. Обычно костное разрастание называется мозолем и является, может быть, дисплазией кожи, которая вот таким образом формируется. Каким образом это все устранять необходимо? Обычные кислые растворы. Можно алюмокислые квасцы использовать, можно кислую салфетку прикладывать. Это все в комплексе улучшит состояние. Не стоит этого беспокоить, не стоит беспокоиться в случае, если это на коже, это не страшно. Вот в случае, если это разрастание костное на кости, то это уже является формированием артроза. Может быть, обратиться к ревматологу или травматологу для того, чтобы провести импульсное лечение. Есть такой аппарат, который называется вибрационно-импульсный, волновой вибрационно-импульсный аппарат волновой вибрационно-импульсной терапии. И такой аппарат способен устранить вот такие компоненты. Когда происходит появление костных новообразований в организме человека? Появление костных новообразований в организме человека, как правило, возникает на фоне появления высокого адреналина. Как ни странно, высокий адреналин не выводится сразу же из нашего организма. В отличие от норадреналина, который является прекурсором нашего нуклеуса аккумбенс, то адреналин не является прекурсором, является стимулятором сердечных сокращений, также является вазоконстриктором, то есть приводит к тому, чтобы сосуды наши сужались, и очень часто является тем, что накапливается в нашем организме в бесконечном количестве. Но в нашем организме адреналин, накапливаясь в бесконечном количестве, объединяются при помощи кальция и, связываясь с кальцием, выводится уже при помощи наших или с помощью наших или через наши почки, образуя при этом стабильное появление мочесолевого диатеза, появлением и формированием камней в почках и появлением всевозможных новообразований костной системы. При этом ухудшая общее усвоение из крови кальция или выведение кальция из организма приводит в дальнейшем к появлению остеопороза, появлению вот таких новообразований костных, хрящевых всевозможных и так далее. Приводит в итоге к артрозам, гонартрозам, всевозможным заболеваниям, связанным с опорно-двигательным аппаратом, связующими звеньями этого аппарата, костной системой. И, конечно же, тут вопрос такой, что же необходимо делать для того, чтобы этого не происходило. Хочу вам сказать, если вы агрессивны, не можете успокаиваться, кричите. В случае, если у вас ощущение такое, что постоянно болят то стопы, то появляются костные наросты, то ощущение, будто болят с левой или с правой стороны бедра, с левой или с правой стороны болят колени, стопы болят. Это говорит о том, что у вас формируется ряд заболеваний опорно-двигательной системы. И помимо хондроитинов и глюкозаминов, вам необходим кальций. Прямо необходим. При этом кальций он должен быть еще и очень хорошего качества. Вот таким кальцием в виде цитрата кальция я хочу вас порадовать на следующей неделе, для того, чтобы вы начали принимать. Как показала моя практика, то у человека, который часто жалуется на то, что у него есть панические атаки, одышка, депрессивные эпизоды, и даже в случае, если этому человеку назначают препараты, допустим, там, при бессоннице, квитиапины, нейролептики или антидепрессанты, в случае, если у человека депрессивные состояния, то очень часто, особенно при появлениях страхов, обсессивных таких состояниях, панических атак, применение препаратов, которые могли бы снизить количество таких процессов, их действие заметно улучшается, если дополнительно к этим препаратам давать кальций.
Вообще есть целый ряд таких исследований РОСа, и в ходе которых говорится о том, что да, действительно, применение дополнительно к терапии, лечения нейролептиками или антидепрессантами, препаратами с высоким содержанием цитрата кальция улучшает во много раз терапию лечения психиатрических заболеваний для человека, который болеет такими заболеваниями. Именно поэтому я хочу вам сказать, не торопитесь принимать седативные препараты, не торопитесь принимать препараты при панических атаках, начните просто принимать препараты с кальцием.